Всем привет! Я очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал, который называется Good The DIY. Меня зовут Катя, и в этом видео я хочу поделиться с вами сразу двумя идеями весеннего декора. И в качестве формы для кашпо мне понадобится воздушный шарик, который я буду обклеивать в технике папье-маше. Всего я сделала 3 слоя газет. Но лучше сделайте хотя бы 5 слоев, потому что моя форма немного деформировалась и протекла. Я развела гипс водой по инструкции на упаковке и решила немного его подкрасить строительным колером. Но при высыхании гипса вся краска осела на дно и равномерного окрашивания не получилось. Так как газеты еще влажноваты, их легче будет снять. Если какие-то кусочки остались, ничего страшного, их можно будет зашлифовать наждачкой. Сразу обламываю края, чтобы получить вот такой естественный неровный край. Чтобы закрепить внутри цветы, мне понадобятся кусочки пенопласта. Оборачиваю его зеленой гофрированной бумагой, чтобы он не просвечивался. Вот такой у меня получился неравномерный цвет. Как видите, в некоторых местах краска осела и получились пятна. Мне в принципе такой эффект понравился. Я решила еще добавить акварельных пятен зеленого цвета. Сильно разбавляю акварель водой и делаю цветные разводы. А чтобы гипс не осыпался и не пачкал поверхности, его можно загрунтовать ПВА, разбавленным водой. И после этого окрашу полупрозрачной жемчужной краской. А пока кашпо сохнет, сделаю цветы из гофрированной бумаги. У меня бумага итальянского производства плотностью 180. Буду использовать 2 оттенка желтого. Нарезала полоски 3 на 2,5 см и 3 на 5 см. Для чашелистика также беру полоску шириной 3 см. Складываю каждую полоску в 3 раза и скругляю лепестки. А на зеленой полоске точно так же нарезаю острые зубчики. Собирать цветы буду на тонкую проволоку. Собираю полоску в гармошку, подклеиваю снизу и фиксирую проволоку. Оборачиваю чашелистиком и тейпирую ножку. Постепенно прикручиваю так бутоны, начиная с самых мелких. Каждый следующий ряд располагаю немного ниже предыдущего. А теперь сделаю более открытые бутоны. Сначала делаю серединку из более светлого оттенка. Складываю квадрат 3 на 3 см. 3 раза и точно так же скругляю. Беру полоску 10 на 3 и вырезаю точно так же.
Сборка цветка тоже абсолютно такая же. Сначала вклеиваю проволоку и собираю полоску гармошкой. Длинную полоску для удобства сначала складываю в несколько раз. И потом точно так же присобираю гармошкой. И уже готовый бутон оборачиваю чашелистиком. А чтобы получить еще более пышный бутон, сверху приклеиваю еще одну такую же длинную полоску. И вот что у меня получилось. Теперь приматываю и эти более крупные бутоны. Стараюсь размещать их в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Можно использовать тейп-ленту или полоску гофрированной бумаги. Вот такая пышная веточка у меня получилась. И теперь только собираю композицию. Бортики застилаю зеленым сизалем. А из светлого формирую гнездо и вклеиваю серединку. Вклеиваю сначала крупный цветок и уже после этого смотрю, с какой стороны будет лучше смотреться птичка. И в само гнездо вклеиваю пенопластовые яйца. Сюда бы отлично подошли голубые или желтые, но такого маленького размера были только салатовые. Вроде сюда тоже неплохо подходят. Возле крупного цветка вклеиваю два поменьше. Как я их делала, покажу немного позже. Вот такие мелкие цветочки гипосфилы всегда очень красиво дополняют такие композиции. Еще добавляю пластиковые листики и другую зелень. Хорошо бы еще дополнить такое гнездышко натуральными перьями. Они всегда очень органично выглядят в пасхальных композициях. И вторая поделка, которую хочу вам показать. У меня есть вот такой деревянный кролик. Когда-то заказывала его для детской комнаты на AliExpress. У меня он всего лишь один, а мне хотелось бы сделать парочку, мальчика и девочку. Поэтому я попытаюсь сделать похожего из картона. Обвожу силуэт на гофрированном картоне. Точно такой же шаблон я для вас оставлю в описании. И чтобы придать такую же толщину, как и у деревянной заготовки, мне понадобится 4 слоя картона. У меня картона немного не хватило, и поэтому в середину я вклеиваю силуэт из двух частей. Вот эти некрасивые срезы картона зашпаклюю гипсовой акриловой шпаклевкой. Наносить ее буду старой пластиковой картой. Нужно хорошенько заполнить все пустоты. И после того, как она просохнет, зашкуриваю все неровности наждачкой. И уже после этого наношу тонким равномерным слоем по всей поверхности. И после высыхания тоже зашкуриваем. Теперь заготовку нужно покрасить. Вы, конечно же, можете выбрать любой цвет, а я хочу сделать обоих кроликов белыми. Деревянный кролик сам по себе тяжеленький и устойчивый. А вот картонному понадобится подставка. Ее сделаю из маленькой пластиковой баночки, в которую вклеиваю проволоку и заполняю гипсом. Спустя пару часов можно доставать гипс из формы. Я срезала переднюю часть подставки, чтобы она была плоской, а выпуклая круглая часть будет видна только сзади. Фломастером нарисовала кролику точно такую же мордашку. Из 4-сантиметровой репсовой ленты склеиваю бантик.
и приклеиваю поперечную тесемку. Это будет галстук-бабочка. А сейчас покажу, как сделать еще одни несложные цветы из гофрированной бумаги, которые я уже использовала в предыдущей композиции. Для удобства я нарезала бумагу на квадраты 3 на 3 сантиметра. Из первого квадрата нарезаю бахрому и подкручиваю верхушку, а из остальных квадратов вырежу лепестки. Складываю втрое и вырезаю. Сначала скругляю вверх, а низ лепестка делаю довольно узким. Получается как бы такая тоненькая ножка. Потом просто выгибаю все лепестки посередине. Для чаши листика взяла полоску шириной также 3 сантиметра. Длина ее может быть любой. Мне просто удобнее делать чашелистики сразу для нескольких цветов. Также складываю ее в 3 раза, но на этот раз вырезаю зубчики. И каждый листик еще можно растянуть посередине, а верхушку подкрутить. Сборка любого цветка, конечно же, начинается с тычинок. Просто закручиваю бахрому вокруг проволоки. А лепестки приклеиваю только с самого низа. Наношу каплю клея на тонкую ножку. Так они будут не плотно прижаты к основе и получится более открытый бутон. Первый ряд приклеиваю друг напротив друга, а второй в шахматном порядке. И теперь приклеиваю чашелистик. На такой маленький цветочек это обычно 3-4 листика. На каждый такой цветок у меня ушло по 7-8 лепестков. Я из таких цветочков буду плести веночек, поэтому мне понадобится тонкая бисерная проволока. Для основы мне понадобится длинный отрезок, и уже потом я буду вплетать остальные цветы. К бумажным цветам я хочу добавить небольшие тканевые пионы. Еще добавлю пластиковой зелени, мелких ягодок и цветочков гипосфилы. Постепенно приматываю все к длинной проволоке. Дополнительно подклеиваю горячим клеем, потому что на моей ленте липкий слой уже подсох и не очень хорошо держит. Сначала направляю цветы в одну сторону, а где-то от середины в противоположную. Стараюсь сделать веночек довольно густым, чтобы он смотрелся нарядно. И получившийся венок повязываю на голову деревянному кролику. Приклеивать не буду, чтобы потом можно было поменять декор. Вместо веночка можно сделать такой же бант из репсовой ленты и приклеить его на одно ушко, а потом уже украсить цветами. В общем, есть место для фантазии. Я же всего лишь делюсь с вами своими идеями. Каждая рукодельница, конечно же, сделает по-своему. И возвращаюсь к мальчику-зайчику. Его украшу теми же цветами. Как раз внизу они закроют гипсовую подставку. Вот и все на сегодня. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. И если это так, то поддержите его, пожалуйста, лайком. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, то можете написать их в комментариях. И я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Увидимся уже в следующем видео.